Друзья, всем огромный привет! Сегодня 23 февраля, с праздником всех. И тут неожиданно мы выехали, вернее я выехал с Заралиной. Поедем в Удмуртию срочно к родственникам. Папе там ей стало у нее плохо, и поэтому есть у нас пару дней съездить. И мы, собственно, сейчас выдвигаемся. Сейчас за ней еду, заправил бак до полна. Ну и, собственно, поедем по Новомосковскому тракту. Особо снимать сами населенные пункты не будем. Ну, что получится по времени, что проезжать будем. А так, сами дороги, участки до Удмуртии и обратно все сниму. Постараюсь, наверное, посмотрим. Может, если получится, разными дорогами поедем обратно, другой дорогой. Может, через Октябрьский еще раз заснимем все это дело. В общем, вот такая ситуация. Сейчас сколько у нас? 4 часа ночи. Погнали. Кто впервые смотрит, сообщаю, что я выезжаю из города Снежинск, это Челябинская область, сейчас еду в город Арамиль, Свердловская область. Это рядом с Екатеринбургом, но от меня буквально 90 километров. Вот. Ну и саму съемку, наверное, начнем уже, когда мы будем выезжать из Арамиля, поедем через Новомосковский тракт. Думаю, эта дорога тоже многим интересна. За ним заснимем, что там творится сейчас на трассе. Хоть и зима, какие заправки есть, какие есть цены, состояние дороги и так далее. Как по ней едется. Дальше на Пермь. И от Перми уже на сторону Ижевска сначала, потом на где Игра, по-моему, да, населенный пункт. Повернем на Глазов. Вот такие планы. Пока что, но это дорога туда. Обратно пока плану. Туда решила немного препятствий нам сделать. Ведь снег пошел. Достаточно такой обильный. 23 февраля 23 года. Смотрите, сколько у нас снега тут выпало. За последние 2 дня, наверное, вся годовая норма. Видите, тут уже убирали трассу. Это еще М5, пока я еду в сторону Рамиля. Этот участок я уже снимал, дороги выкладывал. Есть ВКонтакте, есть в Дзене. Октябрьского, Свердловской области, Сердского района. Всем привет. Смотрю, снег все падает. Не знаю, у нас тоже остановился, а у вас все идет. Прям. Ну, посмотрим, поедем в Удмуртию. Интересно, там насколько снежно. Ну, Арамиль светится, дорога блестит. Сейчас Заралины за этим заберем ее. И вот все. Там, наверное, через Екат. Я не знаю, как поведет. Ну, в общем, едем, как ведет Алиса. Ну, я думаю, через Екат поведет. И потом на Новомосковский тракт. Скорее всего, так. Проезжаем Арамиль. Всем привет отсюда. И на трассу М5 снова до Екада. На М5 едем до Екада. Новый мост, заезд с М5 на Екад. Сейчас заезжаем туда и, собственно, до нового московского тракта, уже в объезд Екатеринбурга. Ну, по Екаду особо снимать не буду, потому что у нас, в принципе, видео есть. С родителями ездили мы по кругу, всему Екаду проехали этой осенью. Как раз когда мост был сделан, запущен. Это участок Екада, в общем, 30 километров. Дорога хорошая, освещенная. Машин здесь мало даже днем, но нету заправок. Заправок ни одной нету. Это имеется в виду от съезда с М5 на Новомосковский тракт. Но участок Екада проехали, это уже старый участок. Но дорога такая же хорошая, трехполосная, ровная. Только цвет другой стал. Там был белый, здесь рыжий. Темно, а как светлое время суток, отсюда хорошо видно Екатеринбург, районы Солнечные, Академические и так далее. Есть торговый центр рядом, но сейчас он не работает. Еще рано утром. Классно, конечно, ехать по такой освещенной дороге, но удовольствие заканчивается. Сейчас, кстати, станет уже она не раздельной полосы, а сольется просто в двухполоску. Это буквально 10 километров до выезда на Новомосковский тракт. Ну, Пермский тракт, давайте его так буду называть. Он на Пермь. Ох, сразу темно так как стало. Да, до сюда, видимо, фонариков не хватило. Плохая тема в том, что дорогу заметает, и ты не поймешь, где обочина, а где дорога. В общем, плохая видимость. Все, уезжаем на Новомосковский тракт. Пермская дорога, дорога на Пермь. Пока она тоже освещенная, хорошая. Потом, конечно же, все изменится. Новомосковский тракт, да, так и называется.
Ну, на самом деле здесь и гостиницы, и заправки, все есть. Давайте запомним, ну, 61-100, да, примерно. Километраж от него буду я исходить, на каком расстоянии что есть. Ну, близ Екатеринбурга тут куча заправок. И Лукойл, и Газпрома, и еще какие-то новые. Потому что тут и Первоуральск рядом, и Ревда. В общем, населенных пунктов куча. Короче, тут инфраструктура богатая. И кафешки, и гостиницы. А вот дальше, чем дальше от Йобурга, тем уже поменьше всего. Так, что это у нас Лукойл? Нет. 92-й 45-45, 95-й 48, 50. А, это Варта. Кстати, только ее здесь, вот эту сеть встречали, это не сеть. Много фур здесь спит. Большая площадка. Больше вроде Варты нигде не видел. У кого есть, ребят, в регионе, пишите. Хорошая сеть или нет. Не заправлялся, по-моему, даже на ней ни разу. В начале от Ягоды, как сюда выехали, есть колейность по правой стороне, прям вот засасывает туда, потом выкидывает из нее. Она вроде небольшая, но чувствительная. Зимой так, конечно, щекотит нервы-то. Еще одна заправочка. 95-й 46, 40, 92-й 42 рубля. Че? Мне показалось, что у них вот эти вот вывески некоторые очень яркие. И смотришь, когда подъезжаешь, все сливается в глазах. Не всегда видно. На скорости имеется в виду, конечно. Торговые логистические центры. Я понимаю, Магнит, что ли, там куча очень машин стоит. Ну и снова заправка. Кстати, места отдыха здесь тоже есть. Стояночки почищенные, где можно остановиться, перекусить, не знаю, размяться. Ну вот точно Лукойл этот. Получше ценники видно. Короче, 52 рубля 13 копеек, 95-й. Часто и бывает, хорошего понемногу. И тут фонарики у нас закончились и стало темень. Ну ничего, пару часов будет уже светло. Во всей красе покажем трассу. Но там она уже будет двуполосная. Да и тут торопиться не приходится. Что, 80-90, ограничение 90, тут быстрее. Сложно поехать, такой видимости. Вот мосты здесь вообще плохого качества. Просто дырявые, так что будьте осторожны. С года в год почему-то. Ну и вот есть освещенные участки, это своротки на другие населенные пункты. Но благо здесь знаки есть заранее, что плохая дорога предупреждают. Просто, знаете, трудно верится, когда ты вот едешь, такой по ровной дороге, и раз такие дыры из ниоткуда, как говорится. Получается 30 километров от Екатеринбурга дорога уже все, видите, двухполоска. Там кафешка и гостиница. 50-й километр от Екатеринбурга. Тоже ежегодный плохой участок. Тут прям дыры солидные, 60 км в час ехали. Знаете, такое место похоже, как ущелье, как заезжаете по бокам скалы. Не знаю, тоже тут дорогу все сделать не могут. Всегда дыры. Вот сколько ездили. Притом достаточно большие. И вообще уже жду, когда снег закончится, потому что ни черта бывает, не видно дорогу, заметает, еще встречка едет с фарами. И непонятно, где обочина, где дорога. Что у нас по времени? Через час-полтора светать начнет. 4 километра от ИКБ. Стоянка есть, привал, гостиница. Но вот на самом деле вот эту дорогу лучше проезжать днем, мне кажется. Потому что все-таки она не совсем комфортная, она достаточно узкая. Не везде здесь ярко выраженная обочина. Частенько аварии встречаются, поэтому лучше днем вот этот раз на самом деле проезжать. И все будет, как говорится, хорошо. Строительство дороги второй полосы идет здесь. Видимо, круглогодичное строительство. Зимой подготовка. Издалека тут фиг поймешь, где какая полоса.
снизим скорость. Еще такие булыжники валяются на дороге. В общем, да, кто ночью поедет, аккуратнее, особенно зимой. Строители работают. Хоть ночь, хоть снег, хоть мгла. Вот и уткнулись впервые в большую машину. А это тут не редкость. Просто сейчас еще и ночью поток маленький машин. Вот днем хорошо, светло, все видно, но там будет машин, если много, то, конечно, тоже такие будут пробасы. И учитывая, что здесь повсюду все-таки вот стройка идет, то, наверное, повсеместно пока будет все дело. Ну, сейчас пока темно, я, наверное, далее не буду пока снимать. Подождем, как раз идет. Думаю, еще часик. Там продолжим. Сколько, может, километров 50-60 проедут, может, больше, но расскажу вам, какие они были. Вот этот Нива что-то прям на встречку чуть ли не вылазит, торопится куда-то. И сказал, добавлю, что здесь есть горки, как спуски, так и подъемы. Есть достаточно резкие. Есть повороты, есть плавные, как такие. Есть тоже достаточно резкие, но там, в принципе, такие знаки световые специальные стоят, там не пропустишь поворот. 75-й километр от Екатеринбурга. О, неужели сворачивает? Не вижу, сколько это бензин стоит. 42, 40, 92, 46, 40, 95. За этим грузовичком, самосвалом, или кто это запарились ехать. Обгон везде запрещен здесь. Ну ты что, повернешь когда-нибудь? Нет уже? А, он к своим приехал. Да. Ура. Хоть можно побыстрее поехать. Обгоны реально везде запрещены, потому что стройка просто. И еще, знаете, как минус то, что тут, видимо, щебенкой помимо солью посыпают. Ну, чем-то такое. Фигню какой-то, когда там старичка проезжает, тебя иногда прям по стеклу застреливает. Я помню, изначально не сказал, да, сколько нам ехать до места назначения Удмуртии. В общем, из дома, когда выезжал, было 780, да? Сейчас 610 километров осталось. Ну, то есть, примерно 800 километров. Снег все не стихает. Видите, видимость не очень. 187 километр от Екатеринбурга. Дорога раздельная стала. Тут ненадолго небольшой участок. Сейчас, кстати, не такой короткий, как оказался. Видимо, тут достроить успели. Еще тут давно не ездили. То есть уже он длится 12 километров. Хороший такой добротный участочек, но без освещения, правда. Зато раздельно. В хорошем смысле, видите, освещенные участки дороги есть. Слушайте, тут еще не ездили. Это, видимо, в том году построили. Ну, тогда отлично. Классно, быстро строят. По такой дороге же куда приятнее ехать, чем просто по двухсторонке, где друг друга все слепят. Все снежно, не видно. 100 километр от Екатеринбурга, гостиницы, кафе, заправку только что проехали, стоянки, все как надо, в общем. Участок раздельной дороги 30 километров он длился примерно. Неплохо. В общем, надо тут вообще аккуратно, тут стройка идет, иногда грузовики там на встречке, вернее на нашей полосе оказывается. Либо по обочине, ты едешь издалека, не поймешь, то ли он на тебя, то ли нет. Страшненькие ситуации. В целом покрытие асфальтное нормальное, но иногда такие приколы встречаются. Едешь ровно-ровно, дорога, бац, и яма. Сюрприз, как говорится, сюрприз. Все это, вот, например, сейчас, да, видели, блин, вот не в тему, ровно-ровно дорога, раз. Обычно под правое колесо, тут раз под левое сейчас. 131 километр от Екатеринбурга. Реверсивное движение, светофор. Что тут мост, наверное, делается? Да, но что такое делать, если здесь ездить? Не советую. У вас небольшой привал на заправке Лукойл. 92 48 04, 95 52 48. Большая, вроде с магазином. Что себе тут фуры спят. Магазинчик с маслами, с кофе, с газировкой.
всякой продукции. Хот-доги от 200 до 400 рублей примерно. У нас безуглеводная диета, типа, мы не стали брать. Сейчас чай попьем, наверное, просто. Давай чай попьем тогда просто. Подожди, закрыто. Спасибо, без сахара, да? Угу. С фруктами? Да и фрукты возьму. Нет? Нет. Ты что, не выращиваешь? О, клево. Горяченькая хоть. Ты это будешь? Ты потом я попью. Все, чаек погоняли, погнали дальше. Заправляться мне рано, но я бы на Газпроме, если что, кофе взял бы, там, когда кофе берешь с литра, еще на скидка. Рубль, по-моему. Так просто я это, не беру, не пользуюсь этим, потому что смысла нету. Бензин все равно не дешевле получается. А вот если за одним, то есть хочешь кофейку попить и надо заправиться, то тогда да, получается выгодненько. Так, поехали далее. Блин, что-то рассвета нет. Мы вроде в сторону Перми едем. На север, там, где светлые ночи. Ой-ой-ой. Ой-ой, ты что такое? Офигеть. Чтоб не заснул, что ли? Ну, видимо, для белых ночей рано еще. Пока снежные ночи. 135-й километр от Екатеринбурга. Еще одно реверсивное движение нам везет. Опять на зелененький успели. Подоспели, так сказать. Я вам скажу, стройка здесь глобальная вообще. То есть строят прям классно, быстро. Это так же, как на М5. Видимо, они ускоренно решили это сделать. Пускай это хорошо. Я думаю, строительство дорог хорошо экономику стимулирует. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вот это объезд. Вот это объезд. Офигеть. А ничего, бульдозером катались, что ли? Блин, а. Нежданчик. Проверка подвески. 147 километр от Екатеринбурга. Опять раздельная. Две раздельные полосы. Хорошая ровненькая дорожка. Видимо, опять участочек открыли. Посмотрим, сколько он будет длиться. 61, 247 сейчас. Закончилось раздельное движение. 62 километра. Там было 47. Ну, ой, тут что-то плохо. Ну, тоже приличный кусочек. Получается 13 километров. Заправочка, это 162 километр от Екатеринбурга. Газпром нефть, я так понимаю, да? Вы там видите цены на бензин? Вот они у меня сливаются, вот эти цифры. 51,05, 95, да. Ну, у тебя тоже сливаются? А, да? Значит, не один я такой, ладно. Интересно, проехали 2 километра, вот уже 64, и снова раздельная дорога. Знак для ориентира Пермь. А, и разворот. Понятно. 2 километра было очередное раздельное движение. А, нет, вру, продолжается. Ё-моё, там знак сужения был. Хотя нет, вот он. Обгонять его не будем, не успели. Ну да, 2 километра. 5 километров снова раздельное движение. В общем, тут дороги, видимо, попринимали так кусками. Посмотрим, сколько этот будет длиться. Ну, так-то уже приличный участок раздельного движения здесь. Раздельное движение закончилось. 74 километра, то есть получается 7 километров было. 178 километр от Екатеринбурга. Заправка тоже. Газпромнефть. Заправка, стоянка. Кафе не увидел. Шиномонтажка. Перекресток. Поворот на Красноуфимск. Справа у нас Ачит. По кругу и туда налево. Это на Красноуфимск. Собственно, там есть дорога через Октябрьский. Многих она интересует, можно ли проехать или нет. Мы в том году, по-моему, проезжали, да. Может, если соберемся, то там же проедем. В этом году посмотрим. Ну все, теперь дорога на север пошла в сторону Пермь. Кстати, все желающие в группе ВК могут предлагать новости, участки там своих дорог,
других регионов России. Будем выкладывать. Буду в отдельную папку все это закидывать. Так сказать, базу расширять. Поэтому моя группа не только, чтобы я один там выкладывал. Давайте сотрудничать. Я уверен, многие снимают видео, в том числе, там, например, с регистратора есть видео, тоже можно выложить. Вообще не вопрос. Так что пишите, обращайтесь. Можете в группу через сообщение писать, можете через новости. Отмечу, что здесь много знаков «Осторожно, животные». Видимо, все-таки выбегают на дорогу. Также ВКонтакте у меня прикреплена карта нашего маршрута, как ссылочка на Яндекс.Карты, так и скрин. То есть ничего не пропустите, можете прямо наблюдать, где мы едем. Заправка Лукойл, 293 километр, 95-й, 52-18, 92-й, 48-14. Как по левой, так и по правой стороне. Заправки я заметил, как бы все тут цивильные, в принципе, с магазинчиками. Вот эту замечательную музычку заехали в Пермский тракт. Ой, Пермский тракт, Пермский край. Пермичанам всем привет. Огромный. 23-го года, в общем, вот после того, как на Пермь поехали, здесь ремонтов практически нету, и стройки уже практически нету. Дороги более-менее ровные. А что там, кто-то улетел, что ли? Ой, кошмар. Фура улетела. Где у него кабина? Тут уже остановились. Да уж, блин, вот так вот. Самое интересное, да, вот ровная дорога была. То есть либо уснул, либо подрезал кто-то. Вот, фиг поймешь. Красивые пейзажи пошли. Летом тут вообще шикарно. Сейчас типа такие холмы, с горки в горку. Вот чаек, вот красивый пейзажик. Не, я пока не хочу. Не, и вроде голод был с утра, а сейчас прошел. Не знаю, может быть, видишь, как ездят там по встречке. Может, перетерпела и как бы. Но зато сна нету. Вот сейчас если поесть, сон будет клонить, потому что я что поспал-то? Фигня там. Но если не есть, то будешь бодрствовать. Я так скажу. Блин, красота. Даже зимой. Шахарова. Всем привет отсюда. Это что такое? Скорость моя? Типа улыбающийся смайлик. Это светофор. Нет, скорость замерял, да. Тут видишь 50, типа надо. Газовая заправка, только ценника я не вижу, к сожалению. Да, все снежно, прям все завалено снегом. Но тут снега меньше. Мы эту полосу снежную проехали. Но не весь Урал накрыло. Газифицированное село. Правда, домиков, как говорится, с богатыми крышами не видно толком. Потому что все в снегу. Поэтому выводов никаких не сделать о благополучии. Магазины есть, кстати, открыты. Вроде бы даже, да. Но мы не голодные. Внушаемся, не голодные, не голодные. А, ты реально не голодный? Ну ладно. Едем тогда. Ручей. Хорошее название. Это у нас 324 километр. Ой, 224 километр был. От Екатеринбурга. Так, ну что, можно ходовые уже включать? Да. Ладно, едем. В подъеме местами, видите, полосы стали разделяться. Специальная полоса для медленно едущих, так сказать, тихоходов, фур и меня. Вот. Тоже удобная фишка. Пермь налево, Суксун. Ну, через Суксун решили проехать. Так интереснее. Не намного дольше получается. Круговое движение налево Пермь, прямо Суксун будет. А потом дорога сойдется опять. Дорога здесь не очень. Прям чистая. Колея. Но нормально едется. Ребят, проехали мы через Суксун. Это отдельное видео, там на 6-7 минут. Кому интересно, посмотрите. А сейчас мы обратно выезжаем на трассу через 3 километра. Тут, правда, после Суксуна какая-то дорога прям плохенькая. Едем медленно.
На водопад мы там не стали заезжать, потому что, ну, как бы торопимся, видите. У нас определенная цель в этот раз. Но отдельно туда съездим, потому что километр, что там, 239 километр, не так далеко. Еще бы вот эту закругленную дорогу на Шали найти. Было бы вообще замечательно. Но Суксу, скажу, так симпатично. Летом там вообще, наверное, просто шикарно. По видам. Суксуна местами покрытие вон испортилось, видите, ямы. Прям в парочку ям я попал уже. Сабарка прямо 3 километра, мы едем по объезду. Что там до Перми? 120 километров осталось всего. В Перми, ребят, тоже мы заезжать не будем, то есть как навигатор поведет. Потому что в Перми, если ехать, это там надо оставаться, город большой. Явно и интересно. Что там, пермячьи ушки? Или что там, там памятник есть? Не знаю, я там Да, раз была. пермячьи ушки. Ну-ка, пермяки, расскажите, пермяшки. Пермячьи ушки, что за ушки? Это, по-моему, пельмешки у них тут называются. Блюдо. Вот типа как у вас эти перепечи, но это как у вас пирожочки, да, а у них пельмешки. Пермяк соленые уши. Пермяк, соленые уши есть. Достопримечательность Перми. Достопримечательность, да. Жанровая городская скульптура. Не, ну пермячки уши, это ушки, по-моему, это блюдо. Скульптура состоит из двух частей. Фигуры фотографа и круглой рамки с большими ушами, в которую фотографирующиеся могут поместить свое лицо. Ну понятно, типа ты ушастиком будешь. А, небольшие ушки. Нет, а блюдо есть. Есть, по-моему, или что, мне приснилось, что ли, пермячьи ушки. Типа пельмешки. Ребят, ну что, реально приснилось, что ли? Откуда это взял-то? Откуда это в моей голове? О, да, ребят, все-таки есть эти пермячьи ушки, это пельмени. С редькой там, по-моему. В общем, интересные какие-то. Вот какая-то природа. Такое ощущение, как будто мы осенью едем. Зима, осень, наоборот. И, кстати, снега здесь не очень много, да? Здесь деревья не снежные. А дорога, кстати, до сих пор не очень. Мы уже сколько? Километров 5 проехали. То есть она с дырявочками, такая неровненькая. Особенно там мост проезжали. Ну, тут вообще вот весь Новомосковский тракт, это вот мосты, это какой-то бич, я бы сказал. Это жесть полная. Там что, гайцы стоят, что ли? Это что это? А, это, наверное, этих ловят. Вес-контроль какой-нибудь. Либо платончик. Видите, вон фура виляет, то есть объезжает дорогу плохую. Это реально самый плохой участок дороги, вот, который нам встретился. Но я знаю, что где-то там дальше появится очень хороший участок, там чуть ли не магистраль, по-моему, но ближе к Перми, я не знаю, застанем мы, нет, это дело. Посмотрим. Кунгурский район, всем привет отсюда. По Кунгуру мы с батей ездили 2 года назад, да. 65-й километр от Екатеринбурга. Уже можно от Перми считать, на самом деле. Тут, видите, стоянка, кафе, гостиница крупная. Сразу за ней Лукоша, заправка. Блин, вот грузовик поставил, нифига не видно обозначения. Вон Орда. О, на Орду поворот, кстати. Это вот мы тогда с тобой сюда заворачивали, когда на Казань поехали. В этот раз прямо. Через Орду тоже можно было проехать, но там вроде подальше получается. Хотя, может, и так же надо на карте. Но видите, не везде здесь в горку дополнительная полоса. Гусеницу куда полезла, блин. Так, 92, 46, 95, 95, 50, 80. А, у него разгонная полоса есть. А так, видите, не каждый подъем, как я говорил, классно оборудован, да, дополнительной полосой, не каждый. Вообще их пару раз только встретил, по-моему. Да. Это уже 271 километр от Екатеринбурга. А, нет, смотри, вот полоса появилась. Просто она не сразу появилась. Интересно. Видите, она как заплаткой сделана, ее дополнительно сконструировали. Модернизировали дорогу, так сказать. Ну, ладно. Так, куда это поворот? На Кунгур, да, уже? Да, налево Сухая речка. Прямо в Пермь. Тут снова Лукойл заправка. Ну, Лукойлов будет полно, потому что Лукойл Пермь. Лукойл Пермь. Ну, наверное, Газпром Пермь тоже есть.
дорожка что-то пока временами не очень. Но вот покрытие меняется, наверное, все улучшится. Старое покрытие. Ждем, когда же магистраль-то начнется. Должна же скоро уже. Длинная полоса такая интересная, сейчас наеду. А, нет, уже не чувствуется. Ну, короче, местами она такая прям бугристая. И шумная. Ты на нее начинаешь наезжать, она брум-брум-брум тебя обратно скидывает на полосу. Видите, вот с той стороны теперь тоже две полосы, они в горку поднимаются. У нас одна, мы спускаемся. Ну, то есть, в принципе, нормально. Ехать можно, как говорится, для ориентира. Соликамск. А, кстати, вот подписчик из контакта это Соликамск называл. Там, говорит, красота типа тоже. Сколько маршрутов здесь интересно. Соликамска 330. А, ну через Кунгур можно, да, проехать. Точно. А выехать потом через Нижний Тагил обратно. Чем ближе к Перми, тем больше кафешек, гостиниц и так далее. То есть все-таки эта дорога, инфраструктура достаточно богатая. Притом еще строится вторая дорога, да, здесь. Поэтому здесь, как говорится, без ночевки, без еды, без бензина не останетесь. Это точно. Название такое интересное, тут Шадейская будка. Это что вообще? Населенный пункт такой, что ли, интересный. Привет всем отсюда. Шадейская будка. Ну, тут куча всего придорожного, пятерочка. Ты в магазин что захотела? Да я попил воды и перехотел что-то. Ну, если бы я их понюхал, конечно, я бы захотел, наверное. Но пока запаха нету. Сальчичоносов. Да думаем, колбаски сальчичон купить. Нет, такие солененькие, жирненькие. Такие тоненькие. В рот так закидываешь быстренько, как семечки. А, шадейка. Ух, нифига, тут такие деревья. Мощные. Снег у нас пошел. Прям новогодняя погодка. Я все жду, когда же магистраль-то начнется. А она все не начинается. И я как-то уже не пойму, где она начинается. Это по памяти давно ездили. Хотя как давно? 2 года назад. Трафик все больше и больше, чем ближе к Перми. Ну, участками дорога, конечно, вот слышите, да? Побрякивает машинка. С дырочками, да. 109 километр от Екатеринбурга, вот начинается магистраль. Это получается 50 километров до города Пермь. Гайцов, кстати, много стало стоять, что-то удивительно, ведь и снег больше повалил. Все, едем до Перми, то есть вот по такой-то хорошей дорожке прям удовольствие ехать. Тут, по-моему, даже скорость, ну пока 90 показывается, но где-то будет, по-моему, 110 разрешенная, минимальная. Ой, минимальная, максимальная, минимальная, говорю, охраните. Да, вот видишь, снег пошел опять, вот снежная смута. То есть фары включить, чтобы сзади меня люди видели. Потому что, видите, вот без фар, которые едут, бывают моменты, когда так заметаешь, что не видно. Даже машина из ниоткуда появляется. Да, будем вот так вот ехать тихонечко. Скоро закончится это. Должна где-то еще, по-моему, дорога расшириться больше. Лукойл заправка. Я там ошибся перед этим. 400, да, сказал, километр. 323 километр. Там на 300-м километре, получается, такая дорога хорошая стала. Но пока все еще не 110. Эта дорога прям уже отличная, ровная. Даже чай умудряется пить. Не пролив, но... Вот это прям мы поддерживаем. Точно помню, 110 была тут разрешенка, была эта магистраль. То ли это изменилось уже с каких-то пор, то ли я чего-то не знаю. Кто местный, пишите. Но я думаю, память мне не должна изменять в этом плане. Там вот красота, но из-за снега практически не видно. Как-то фактически сейчас на север едем, но вот таблички попадаются интересные иногда. Правда, тут сейчас нет. Пермь звездный, нормально. Там где-то табличка юг есть. Так населенный пункт называется. Через 500 метров магистраль начнется, табличка зеленая была. Значит, я все-таки не ошибся. Просто другой участок. Ну ладно. Вон юг. До юга нам 21 километр. Да.
Все, типа магистраль началась. Что-то он не меняет, у него 90 все еще. А, нет, все, 110. А что ты 90 едешь, да? Ну, я сотку еду. Да, даже не ощущается. Полосная хорошая дорога. Одна полоса вон заснеженная просто. Ну, по ней тоже обгоняют некоторые. Ну, водитель. Нафига он идет на обгон, потом, смотри, на заснеженную штуку выезжает. Всем пылит, никому ничего не видно. И обогнать не может. Вот специально, да, делает? Вообще, ага. Мы вот сейчас ехали, Как ничего не видно. исключение решился. Но ничего не видно было из-за него. Вообще капец. Видимо, реально у него развлечение. Многие, наверное, скажут, что это типа угол он так сокращает. Ну, конечно. Один фиг обогнать не может. Да. Как там говорится? Осуждаю. Осуждаю. Не, ну что, реально не видно, мы ехали. Сейчас думали, что-нибудь появится из этой бури снежной. Картина Репина называется. Попробуй обгони, всю трассу заняли. 3 богатыря. 3 богатыря, блин. Я вообще дурею с ним. Нет. Вот эти оба двое, которые слева. Пермь, город Крылов, доблести. Так, и нам надо уйти. А, мы нормально по этой дороге уйдем. Все хорошо. Едем. Не, дорога отличная, кайф. Особенно когда еще массажик там делают головы. Вообще просто благодать. Еду, кайфую. Да. Обогнали мы этих гонщиков. Ну и они гоняться прекратили. Снег прекратился, смотрите, небо появилось. Так ясно, красиво стало сразу. Вот это виднеется. А Пермь ли это? Вот фиг знает. Пермь, мне кажется, там за горой. А может это и начинается Пермь. Но мы, по идее, должны как-то по касательной, наверное, не знаю. Посмотрим, как Алиска поведет. Мне вот интересно, когда на поезде проезжаешь Пермь-1 и Пермь-1 и Пермь-2 пишут. Это что такое? Станции. Разные станции. Хотя вот смотрю на солнышке, там прям такие красивые домики. Кажутся бедненькие. Магистралька закончилась. Заправки снова пошли. И Газпром нефть, и Лукойл был. 47,25. Фига. У нас в городе 44,50. 3 рубля разница, представляешь? С литра. И 95, 48,50, а здесь 50 с лишним. Не успел увидеть. То есть у нас, тут говорю, Челябинская область по бензину вообще одна из самых дешевых. В регионе, если не самая дешевая в стране. Добро пожаловать в Пермь. Вам, пермяки, огромнейший привет. А мы поедем как-то по объездной. Дорога на въезде, конечно, у вас не очень здесь. Прям такая вмятыш, я бы сказал. Колея вмятыш. Ну и, собственно, ребята, все. Доехали до Перми. Вот трассу мы вам показали. Пишите, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Вообще в обсуждение давайте все в комментариях. Может что-то добавить, что-то больше показывать. Как вам информативность? Все пишите. Будем вам рады. Ну, а дальше видео уже будет от дорога отсюда до Глазова, получается. Это 340 километров. Да, представляете. Все, всем хорошего времени суток. Всем пока-пока. 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 Да. Пока-пока. Все. Удачи.